Здравствуйте, мои дорогие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Ну вот думаю, какие колоды взять. Вот эти, наверное, возьмем. Угу. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 406 93 98. Пишите мне в WhatsApp. Также у меня есть различные ритуалы. Есть чистка плюс защита. Есть ритуал на финансовое изобилие, на привлечение мужчины. Есть ритуал. Ритуал на сбалансирование и поднятие всех ваших энергий. Есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания. Ну, он только для взрослых. И ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Сейчас, минуточку, я тут поправлю. Вот так. Так, угу. Ну и, конечно же, у меня создан курс Таро на колоде Таро Уэйта, обучающий курс. Вышло 47 видео. Если желаете, обращайтесь. Стоимость всего 3000 рублей. Это очень-очень дешево. По сравнению с тем, что у меня отличный расклад стоит 3000 рублей. Да? И вот такой курс целый. Там 47 видео обучающего контента. Я там все рассказываю, объясняю, как работать с картами. Каждую карту объясняю. Взаимодействие между картами. Расклады там я делаю. Каждый расклад объясняю, трактую. Все. В общем, там досконально все. Вот. И, конечно, веду, если, допустим, вы обучились, да, выложили там, ну, допустим, мое ближайшее будущее, выложили там несколько карт, допустим, да, и голосовым мне трактовку. Ну, а я вам уже свой вердикт, правильно, либо свою трактовку, правильно, неправильно, и свою трактовку, допустим. В общем, не бросаю, если что, ладно. Далее также мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под видео. Ну и, конечно же, в описании под видео там все мои другие ресурсы на другие мои каналы. На Дзен, на другой канал Елена Таро, меня зовут Елена. Также на телеграм-каналы заходите, подписывайтесь, мои дорогие, смотрите. Ну что, давайте посмотрим. Сегодня такое сделаем небольшой расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Гремит, что у вас? Гремит, стучит. На пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Вот на этой будем раскрывать. Так, что у вас тут гремит? Ну, какое-то сообщение гремит. Но это будет греметь только, гремит. Гремит письмо, либо от женщины, либо вам, как женщине, какое-то сообщение будет скоро. Сообщение. Сейчас. Угу. Давайте посмотрим, что сообщение тут у вас гремит. Какую-то новость вы узнаете. Давайте смотреть, что за новость. Но я вижу по письму, это какая-то добрая весть, хорошая весть. Здесь плохих карт не вышло, да? Да. Здесь вот карта руна Кенос, но это энергия идет в вашу жизнь какая-то такая еще, плюс ко всему. Вы благодаря этой новости новые энергии получите на свое развитие в деле в каком-то. Здесь также новости какие-то вы получите. Я не знаю, от кого вы такие новости получите, но кто-то почувствует свои энергии именно такими очень-очень огненные энергии здесь у женщины. Она просто огонь. Женщина огонь. Женщина, у нее тут в руках прям огонь. Девочки, вот тут что, мы боевой магией начнете заниматься, так огнем так стрелять. Смотрите. Да, ну тут женщина просто огненная, женщина, дракон настоящий. Но, благодаря именно какому-то письму, какому-то известию, может быть, у вас письмо, известие от высших сил придет, да, дар. Да я же королева тут такая огненная, и могу огнем тут, ну, спалить, не спалить, ну, может быть, у вас есть вот эти вот какие-то энергии,
Ну тут, я не знаю, тут лечить опасно такими огнем. Если только банки ставить на спину, да, вот типа таких маленькие, знаете, да? Да, так раз туда огонь, воздух, да, сжег, ничего зажигать не надо, раз туда. Да, сейчас банками, конечно, не лечат уже, да. Ну, я не знаю, тут что-то у вас тут энергии подскочит очень сильно, девочки. Вы прям такой огненный будете. Ух, и что это значит? И повешенный. Огненная и карта подвешенная. Ну и черная карта. Все. Здесь все. Гремит то, что вы будете очень огненной женщиной надолго. Уже вы как бы в эту энергию войдете на постоянку. В эти огненные энергии. Вам известие здесь больше как идет от высших сил, что в твою жизнь идут очень высокие энергии. А вообще жезловая женщина огненная, она у нее нет упадка энергии, понимаете? Именно в жезловой. Она всегда в балансе. Отдаешь, берешь, понимаете, да, жезловая. Ну, сама, понимаете, карта вот жезловой энергии. У вас будет столько, такой подъем энергий на высоте. Вот жезловые женщины, они такие, много чего успевают, они могут добиться многого. Они, многие бывают, сейчас скажу, руководители, они ответственные, они скоры на принятие решений, они не сидят где-то там, не прячутся за спинами кого-то. Женщины карьеристы, женщины, которые добиваются всего в жизни. Здесь гремит именно ваша огненная энергия, вашу жизнь гремит. Вот так я скажу. Ваша огненная энергия. Я убираю эту колоду, почему-то не пошла. Ладно, мы тогда вот эту возьмем. Черная карта, потому что вышла. Не знаю, чувствую, не стоит на эту колоду смотреть. Но здесь гремит подъем энергий в первую очередь. Когда вы сможете на этих энергиях добиваться очень многого. Поняли, да? Ну вот когда у нас откачка энергии, нехватка энергии, нет ресурса, нечего дать миру, ну, значит, мы ничего и не получим от мира, да? Когда мы вот в таком безресурсном состоянии, когда нехватка энергии идет у человека, то, конечно же, он и не может, не дает и не принимает. Нет вот этого энергообмена. А у вас будет такой просто накал энергии. У вас будет, вы просто будете, как, я не знаю, как заведенная, понимаете? Столько энергии у вас будет. Вы будете везде и все успевать. Может, кто-то закажет мой ритуал на баланс энергии. Он тоже хорошо поднимается энергия. Ага, узнаете. Вот она, как можно энергии-то поднять. Может быть. Может быть, ну, вам идут энергии, сильные энергии, огненные энергии, где вы будете успевать просто все. Как будете, как пчела такая. В общем, вы поняли, да? Вот. Это вам гремит. Вы будете именно такой, мои дорогие. Знайте об этом. И по карте повешенный. Это длительно, долго. Вам будет даваться энергия от высших сил. Энергия на то, чтобы много успевать. Значит, что-то вы будете здесь многого добиваться и много сможете отдать этому миру и получить, конечно же. Это у вас гремит, стучит. Стучит здесь сад, какое-то общество и карта Луны. Вот здесь Луна, вот эта Луна, она не очень хорошая. Здесь две Луны у меня в этой колоде. Одна Луна нормальная, а вот эта Луна нет. И вот что-то здесь нехорошее из общества у вас стучит. Какое-то нехорошее известие, предчувствие. Здесь какая-то муть от какого-то общества, негативная муть.
Поняли, да? По этой луне и по обществу. Карта сад — это рабочая сфера в основном. И оттуда идет какая-то нехорошая информация. Может быть, про вас. Давайте посмотрим, что там за общество и луна. Что это такое? И точка сразу. Вот и все. Опять луна еще одна. Шестерка пентаклей. Умеренность и пятерка кубков. Император. Угу. Ну, смерть какому-то обществу. Я не знаю, тут какому-то обществу наступает конец. И говорят, так тому и быть. А какой-то император здесь не видит шансов. А при чем тут мои девочки? Знаете, вот те, кто морок наводил, это может быть связано с работой, да, с каким-то обществом, кто на вас, может, поклеп какой вел, да, и это все, на это все ставится карта смерти, точка, точка. И будет возврат им, бумеранг по шестерке пентаклей, это карта бумерангов. Будет получать по заслугам за то, что на вас здесь могли сплетничать, общество какое-то, а вас много тут, извиняюсь за выражение, пиздела. И что-то нехорошее про вас тут сплетничали, поняли? Так вот, вот здесь вторая луна хорошая. Здесь вы у меня ведьмочка, видать, смотрите. И в хорошем интерпретации, в хорошей. А вас почему-то не взлюбили за это. За то, что вы тут ведьма. Верховная жрица. Ну, она не вышла, но здесь вот по карте Луна я могу сказать, что вы как верховная жрица. Это Луна. Но здесь вот эта Луна, видите, какая открытая. Вы открытая ведьма, вы не закрытая. Здесь Луна полная, у вас интуиция просто зашкаливает, огромная интуиция, видите? Вот. Вы видите все очень хорошо. Они вас видели простой кошечкой, а вы вот кто на самом деле. Вы пума. И вот это общество как-то закрывается, что ли. Что-то здесь закрытие общества какого-то идет. Что-то с работой здесь связано. И вот вы знаете, я про себя скажу. Вот где бы я ни работала, а потом откуда... Вот я на многих местах работала. Когда я уходила с этого места работы, да, эта работа либо обанкротилась, закрывалась, вот у всех, либо там еще и начальников потом привлекали. Вот я не на одном месте работала, я вам про себя говорю, вот откуда я уходила. Там потом начиналась просто жесть. Начинался. И вот здесь такое впечатление, что вы откуда-то либо ушли, либо уйдете, и там начнется жесть. Могут вообще просто закрыть полностью. Угу. И у императора здесь какого-то будет расстройство. И не только желудка. Но и нервная тоже. Вот. И здесь этот человек, тройка кубков, шансов каких-то не видит. Теряет шансы, он теряет шансы. 2 шанса всего остается у него. 2 шанса только остается у этого императора.
ну, допустим, какому-то обществу, какой-то работе закрывается, какой-то офис, там главный какой-нибудь, допустим, сидит, да, начальник, и, допустим, закрывается начальника, куда девать? Все, много начальников стало, начальников надо убирать, или еще кого-то там сокращают, или еще что-то здесь такое. Но шансы есть, говорят, двойка кубков, пока он не видит этих шансов. Вот здесь я про это вижу. Не знаю. Ну вот я по себе знаю, правда, я вот с кого, откуда не уходила, потом либо разорялись, либо банкротство, либо еще что-то. Я давно уже работала когда-то на хлебзаводе. У нас городок маленький. Я ушла буквально через год, полностью обанкротился завод, закрыли. Вот. Ну и еще другие места также. Вот. Откуда я не уходила, там потом почему-то все разваливалось. Вот, как-то так здесь. И вот откуда-то вы ушли, либо уйдете, и там все развалится. А у императора останется мало шансов. Вот здесь про это мне сказали. Ладно. Далее смотрим. Гремит, стучит. На пороге что стоит у вас? На пороге. Ну вот здесь луна хорошая. На пороге, видите, вот эта луна вторая. И аист. У вас интуиция хорошая. Вы чувствуете, что скоро что-то хорошее случится. Что-то в вашем доме хорошее случится. Видите, может быть обустройство, может быть поездка куда-то далеко из дома. Переезд. Или, допустим, поедете отдыхать куда-то к морю, да, где вот так луна садится в море. Девочки, луна у нас садится так в море. Вот я больше знаю, что солнце так в море садится. А луна как-то я не видела, чтобы она садилась в море. Вот, она как-то просто к рассвету как-то растворяется, и все, да. Сначала такая безликая, и все, солнце ее высветило, да, луну. Вообще она от солнца же свет отсвечивает солнечные лучи от луны, и вот луна потом кажется, как будто как светится, да. Вот, от нее света-то нет, она так, луна. Она не светит. Вот, но здесь она полная, и ваша интуиция здесь будет хорошая. И здесь, возможно, какой-то переезд, путешествие, поездка, куда-то, может быть, к морю, где дельфины плавают, да. Может, кто-то в дельфинариум просто пойдет, да. Или в аквапарк поедете, да, в какой-нибудь отдыхать. Далее здесь на пороге у вас стоит что-то с домом хорошее тоже связано, приятное что-то, я не знаю, как-то обустройство дома может быть. Ну, аист, это хорошее, что-то, а, какая-то новость хорошая придет к вам именно в дом. Здесь хорошая новость. Так, что же тут еще на пороге стоит? Давайте посмотрим. Какие-то новые энергии, любовь новая какая-то, туз кубков, по судьбе кто-то к вам идет, для семьи, для десятки пентаклей, мужчина какой-то идет, угу. Рыцарь кубковый, да, сейчас, сейчас. Ну, кому надо, я расскажу, потому что, ну, раз карты показывают, для кого-то из прошлого мужчина идет, мужчина после трансформации, мужчина в прошлом мог, потому что карты прошлого показывают мне, к сожалению, в прошлом мог вас как-то обмануть здесь по семерке мечей, предательство было в прошлом от этого мужчины. Но он вам по судьбе, этот мужчина, карты судьбоносные, он идет для десятки пентаклей, ну, вообще, не знаю. Вам уже принимать, не принимать, вы сами смотрите. Мне карты такого показывают мужчину. Мужчина в прошлом был ловеласом. Здесь много женщин было в прошлом. Вот. Пятерка. Вот 5, вот еще 3. В общем, тут их вон целый цветник женщин был у него. Но говорят, вы
эти отношения вы остановили, вы не стали с ним. Здесь карта башни и тройка мечей. Вы оставили этого мужчину. Не захотели с ним быть тогда. И вот мужчина этот будет меняться, здесь говорят карты. И войдет он вот так как-то резко в вашу жизнь, по королю уже чаш, туз жезлов и десятка кубков. Для семьи, для любви, две десятки пентаклей, кубков. Он вроде как по судьбе, а вам уже выбирать, нужен он вам или нет. Мне карты такое трактует, вот гремит, стучит. Вот на пороге уже стоит мужчина, кому-то вот-вот скоро в дом постучится. Мужчина, давайте еще раз спросим, он что, осознал-то или нет. Но здесь он в прошлом много было женщин, это здесь карты показывают, я не могу об этом умолчать. Женщин было достаточно много. Изменился? Нет, мужчина. Ну, вообще карты, ну, говорят, изменился, да. Знаете, когда он придет? Угу. Когда вы вот будете королевой жезлов, вот помните, там женщина огненная выходила у нас, вот, вы будете вот в таких энергиях, да, вы из-за него вошли в энергии королевы мечей, девятка мечей когда-то, да, вы оставили его, вы бросили его, потому что вы не захотели с ним быть таким ловеласом каким-то, да, но он был таким в прошлом, но говорят, он изменится, он осознает, что вы его женщина, у кого-то даже это близнецы, вы будете, потому что вот здесь вот король жезлов, королева жезлов, карта влюбленные, это для меня карта близнецовых пламен, если что, мужчина поменяется, и карта правосудия по справедливости. Он идет для семьи, для того, чтобы выстраивать с вами семейные отношения. Нагулялся мужик, видать, все. Хочет осесть с вами. Ну и здесь, возможно, мужчина тоже уже осознал, потому что он первый вышел, вы потом, что вы его та самая, единственная и неповторимая. Может быть, он как-то долго искал, найти никак не мог. Здесь вот про это говорится. Для создания семьи. Может быть, с этим мужчиной вас ждет, кстати, еще и путешествие куда-то к морю. Так, это на пороге стоит. Ну, столько карт выложила. Что сделаешь? Ладно. Дверь открывает. Дверь открывает. После туч какое-то новое начало. Тучи заканчиваются и идет что-то новое. У кого-то беременность, я вижу. У кого-то, я вижу, обучение. Ой, работы много. Работы будет очень много, я вижу. Сейчас скажу, подождите. Ага. У вас идет прорыв в работе здесь. Угу. Да, тройка пентаклей. Во-первых, новое что-то идет. У кого-то может быть рождение ребенка также. Если ребенок вышел, я скажу. Ну и у кого-то беременность тоже как вариант. После туч. Далее. Здесь, девочки, так карты вышли хорошо, мне нравится. У кого-то наладится контакт со своим высшим я, с высшей силой, с Вселенной, как хотите называйте, но вы сможете напрямую общаться с Богом. Вот, Иерофант, вот вы посредством медитаций, вот это Иерофант. Вы верховная жрица, паш мечей, вы посредством уроков, различных практик, обучения, всего-всего напрямую, прямо с высшей силой будете общаться напрямую. Ну, конечно, это через медитации делается, само собой, соединяется. Соединяетесь со своим высшим я, вот, и познаете, какие-то знания вам будет высшая сила давать. Много знаний. Верховная жрица. Поняли, да? Далее. У кого-то будет первая победа, потому что у вас будет движение в вашей работе.
у кого-то в вашем творчестве, в вашем бизнесе, у всех по-разному. Но у кого-то будет очень много людей, которые будут очень сильно сожалеть о том, что у вас идет движ в работе. Движ, такой движ в работе. Да, и еще будет кто-то аж прямо горючими слезами обливаться, что вы стали известны и популярны у кого-то. Да. Но это благодаря чему? Вы неустанно обучались, обучались и обучались и обучались. Вы до знаний очень жадные. Ну, верховные жрицы, они все такие. Им надо познать весь свой внутренний мир. А вселенский разум внутри нас. Знаете, да, карта? Я когда читаю, там же есть такая у меня карта. Вселенский разум внутри нас. Не ищите ничего во внешнем мире. Во внешнем мире все известное. Вы его и транслируете, этот внешний мир. Что там изучать? Вы его и так ведь знаете. Все знания я внутри. Чем богаче будет ваш внутренний мир, тем во внешнем мире это отразится, это богатство. Он еще будет краше и богаче, ваш внешний мир. Поняли, да? Вот, и здесь это вы все посредством знаний. Кому-то кажется, что вам так все, легко достается тут. Они аж тут прямо скрежечат зубами. Понимаете? А вы трудяга здесь. Вы пашете, впахиваете. Да, не руками. Да, не руками. Ну, увы, потому что посланница Бога здесь на земле сюда пришли. Вы знания отдаете людям, напрямую от Бога берете и передаете людям эти знания в свет, работа. Из-за этого вы звезда, из-за этого у вас есть движение, из-за этого у вас есть все. А кому-то это прямо поперек горла будет. Они же прям будут тут вообще на говно, извиняюсь за выражение, исходить. Ну, извините, сидите в своей конуре дальше и обвиняйте всех других. А вы проявленная здесь, вы звезда. Вы не боитесь отдавать этому миру. А эти сидят в своих серых одеждах, эти серые мыши, и обвиняют еще вас. Еще тут что-то против вас тут затеивали, и все их затеи будут им же вон в глаза все попало. А что это у них там? Да бревна там у них в глазах. У вас соринку разглядели, а у самих там бревна, огромные в глазах. И вы здесь, вот она. Потому что вы всю жизнь грызете гранит науки, да, так скажем, духовной науки. Вы все время что-то изучаете, изучаете, изучаете. Вы прямо голодные до знаний здесь, рыцарь мечей. Дайте мне знаний, поднимите мне веки и дайте мне знаний. Девочки, это вы. И это у вас уже, что, на порог ступает, да? А нет, дверь открывает. И на порог ступает. На порог, девочки, ваше все, ну вот, все. Я даже больше дополнять другими картами не буду. Я спою. Сейчас спою, девочки, как в песне, как в мультике, да? Волк, сейчас спою. Две звезды. Две звездных повести. Да? Песенка. Кто ее пел у нас? Кузьмин, да? Вроде как. Моей любви, как в невесомости, два берега среди молчания, в небесном крае звезд сияния. Но, к сожалению, звезды не птицы, крыльев им не дано. Ладно, смотрите, мои дорогие, здесь две звезды, одна падающая, да, загадывайте желания. Прямо вот сейчас смотрите и загадывайте, посмотрите. Солнце это звезда, и здесь еще карта звезды, видите? Там много звезд. У вас не одно желание исполнится, у вас много желаний исполнится. Смотрите, можете скринить. Солнышко – это звезда, да? Она вам будет подсвечивать ваши все мечты. Звезды, мечты будут ваши исполняться. Вот эта полярная звезда. Мне почему-то всегда я ее вижу, она мне всегда подмигивает правым глазом. Это звезда. И вот здесь еще звезды. Тут не одна звезда. У вас много-много-много желаний. И карта называется не звезда, а звезды. Видите? На конце. Звезды, 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 звезды.
Зажглись ваши звезды, и вы будете получать здесь все, что пожелаете. Вам только надо пожелать, не надо заморачиваться, у меня ничего не будет. Только подумайте так, что у вас ничего не будет. Хрен вам, как говорится. А только, вот, девочки, вы не смотрите в телефон. Я не специально. Ну, вот я вот учу просто, говорю. Вот будете думать, что у меня ничего не будет. Мне бы, хоть бы, да? Ну, вам и будет хоть бы. Кто хочет просто хоть бы. Будет хоть бы. А кто хочет всего, чего захочет, вот тому все будет. Понятно? Вот. Вот жезловая та, вы там будете такой. Почему? Да потому что она, если хочет, она идет и берет. Она не в жертве ни хрена вообще. Жезловая королева. Она идет и берет. Она идет и берет. Вот. Вот вы такой будете. Все, что есть во внешнем мире, это ваше творение. Оно и так все уже ваше, по сути дела. Вам только надо протянуть руку и взять. Поняли? И все будет у вас исполняться. Уже скоро, уже на порог ступает. Поняли? Все исполнения ваших желаний, все мечты ваши будут исполняться, все желания будут сбываться. О, Господи. Все, что вы себе намечтали, нажелали, будет исполнено. Поняли? И не вздумайте говорить, мне бы хоть бы. Ну, вот хоть бы и будет. А если вы амбициозно, да, 7 звездных сестер будут вам помогать, говорят карты. А это что? Да, и любовь, говорит, у вас рядом уже. И любовь какая-то рядом у вас. И вот, дарующий жизнь, полотно жизни и самовыражение. Через самовыражение вы все получите здесь. Вы все получите. Вот что говорит вам Вселенная. 7 звездных сестер. 7 звездных сестер вам будут даровать все ваши подарочки. Вам все для вас. Лишь бы вы улыбались. Так, высшая сила, что вам еще хочет сказать? Ангелы-хранители и, конечно же, наша колода, любимая предки рода, что скажут. 2 звезды, 2 вечных повести моей любви, как в невесомости. Так, высшая сила говорит вам, отпусти страх. Небеса побуждают тебя жить в согласии со своей любовью, а не со своим страхом. Что это значит? Да, я на том канале рассказывала. Страх есть и есть любовь. 2 энергии. Мы живем в дуальном мире, где есть страх и где есть любовь. Где есть любовь, там есть процветание. Вот так скажу. Где есть страх, там есть уныние, там есть печаль, там есть страдание, там темная диссонансная энергия, которую надо, что мы сюда приходим, именно бороться с этими страхами. Высвечивать их через любовь, через свет, через знание, убирать все диссонансные энергии из себя, да, прорабатывать их через себя внутри, да, и тогда во внешнем мире будет только любовь. Когда вы будете светиться светом любви, конечно же, во внешнем мире это все будет отражаться. Мир — это зеркало, запомните. Если внутри диссонансные энергии не проработаны какие-то, конечно же, вам подсветят. Вам придут учителя, вам придут люди, которые будут вам указывать. Вы их сами притягиваете. Вы на своей диссонансной энергии притягиваете все проблемы в жизни, какие у вас есть. Запомните. Вот. И, конечно же, вы притянете, если не проработано что-то. Так что небеса вас побуждают жить в согласии со своей любовью, а не со своим страхом. Не бойтесь этого мира. Мир — это ваше отражение. Дальше. Ангелы-хранители говорят вам, будь талантлив. Позволь нам даровать тебе талант, чтобы ты мог делиться своими способностями с окружающими. Ангелы вам даруют талант. Что вам нужно сделать для этого? Да, вам надо сказать, я принимаю любой талант от моих ангелов-хранителей. Я его принимаю с чувством благодарности, восторга и радости, девочки. Все, сказали? А вот по вере вашей дано вам будет.
Вот насколько вы верите, настолько вам талантов и дадут. Поняли? А если в первую очередь вы в себя не верите, тогда, конечно, хрен да не таланты. Вот, по вере вашей, и вот если вы сказали ангелам, да, готовы принять эти дары, и вот сколько у вас процент там веры, что эти дары придут, вот столько вам даров и придет. Чем больше процент веры напрямую, когда вы говорите с высшими силами, с ангелами, хранителями, с предками рода, с кем бы то ни было из высших сил, и сколько веры в вас, вот столько вам и отвесится. Все по справедливости. Если веры мало, то, конечно же, к сожалению, уже столько и будет. Но это также и вера в себя, да? Когда человек верит в себя, верит, что он особенный, что он талантливый, когда он верит в себя, когда он чувствует себя особенным. Вы просто можете каждый день проговаривать: я сюда пришла не просто так, я особенная, я воплотилась сюда нести свет на землю, я особенная, я сама любовь, сама свет божественной любви, я особенная, я особенная. Почувствуйте себя именно вот такой. И поверьте в себя, и все будет приходить к вам. А люди из страха и могут и предавать, и подставлять. Да? Они в страданиях живут, в зависти, в страдании. Они предают, подставляют и все прочее делают, всякие пакости. Почему? Потому что не хотят работать со своими диссонансными энергиями. Ну, не хотят они их прорабатывать. Они лучше других обвинят, они другого подставят, предадут, все сделают для этого. Лишь бы не работать. Да. Светлых людей, добрых, чистых, светлых людей, они, ну, как сказать, ненавидят. Они их боятся. Из-за этого они их ненавидят. Потому что они их боятся. Потому что они им глаза открывают. И они режут им глаза ихние. Вот. Ваш свет. Им режет глаза ваш свет. Потому что вы своим светом подчеркиваете их ущербность, их тьму, с которой они не хотят прорабатывать. И сидят в этих страхах. Им обидно, досадно, почему она, почему ей, понимаете? Потому что вы работаете с собой, поэтому вам все будет дано. А им что дано будет? Уроки, еще раз уроки жизненные, которые они так и не прошли. Вот и будут в этой сансаре крутиться, воплощаться, перевоплощаться, воплощаться, перевоплощаться, и так развоплощаться, и так будут крутиться в этой сансаре на второй, на третий, на 125-й год, пока не пройдут. Потому что они чистый свет любви. Но они забыли об этом. Понимаете? Когда они сюда воплощаются, а из воплощения в воплощение набирается карма, да, кармические задолженности. А они не хотят с ними, ни с кармическими задолженностями работать. Они новые нахер себе накапливают еще, понимаете? И все потом спрашивают: да что мне это? Да что? Ну, потому что ты не работаешь, ты сюда, мы работники. Мы работники света, все. И вот мы свет божественный сюда пришли для того, чтобы работать над своими диссонансными энергиями, над своими страхами. А вот они не работают, а они только других обвиняют. Все козлы, да, все виноваты. Я такая вся хорошая. Да хорошая ты. Ты просто божественный свет любви. Но ты ленивая. Да? Я не про вас, я говорю вот про таких людей. Потому что у каждого они такие есть. У вас точно есть, потому что вы вот здесь такая чистая, светлая душа. И таких людей рядом с вами, по крайней мере, были такие люди рядом с вами, которые тоже подсвечивали ваши страхи, но вы их все проработали. И из-за этого в вашу жизнь идет исполнение всех ваших желаний. Все. Ну и предки рода говорят вам: гибкость. Гибкость.
Твой род дарит тебе гибкость в принятии решений, которая пойдет во благо тебе и твоему роду. Мы доверяем твоей мудрости. И аффирмация. Я принимаю всю многовековую мудрость, которую накопил мой род, и которая есть и во мне, как его неотъемлемой части. Понятно вам? У вас все есть, вообще весь вселенский разум внутри вас, если что, на минуточку. Подобно ростку дерева на скалах, я всегда найду возможность пробиться к солнцу, вот к этому, и укрепить свои корни, минуя любые препятствия. Я доверяю своим чувствам и интуиции, и в любых обстоятельствах буду действовать наилучшим для меня и моего рода способом. Ой, вот такой получился у меня сегодня для вас расклад. Я вас благодарю, конечно, за все лайки, за все комментарии. Отдельное спасибо за помощь на развитие моего канала. Энергообмен очень важен, потому что когда мы отдаем в мир, да, то, конечно, мир нам вдвойне, втройне возвращает. Всегда так было и так будет. Вот, я благодарю вас за помощь на развитие канала. Спасибо большое. Ну и, конечно же, взаимной вам любви, мои дорогие. Это очень-очень важно, когда взаимная любовь между двумя людьми, безусловная, то они, вот особенно близнецовые различные пламена, да, вот у них безусловная любовь очень сильно выражена. Вот они несут эту любовь в мир, этот свет вместе, когда эта энергия очень сильно увеличивается, да, вот. Это вот как две звезды, поняли, да? Вот солнце, мужчина, и вот вы тут звезда. И вот эта энергия просто, она такая очень сильная становится, и вы можете именно в мире, в этом, вот, как сказать-то, в этом воплощении, когда люди вот на таких высоких вибрациях встречаются, да, вот две звезды, да, солнце и звезды, вот они уже проработанные, да, они уже все диссонансные энергии свои проработали, они на высоких вибрациях, видите? Ну, это как такая бомба, но в хорошем понимании, не разрушительная, а созидающая сила любви. Она может осветить очень темные уголки далеко-далеко-далеко за пределы. Поняли? Когда вот две вот близнеца встречаются, это их миссия. Они приходят сюда отдавать знания, отдавать свет, отдавать людям, светить ярко, еще ярче и ярче. И они, вот близнецы, они не заслоняют друг друга. Они, наоборот, объединяются, у них как одна вселенная на двоих становится. И вот они так на всю землю свет этот отдают божественной любви. Вот. У кого-то именно пошло из потока, так и будет. На этом все. На этом все. До свидания.